Всем пепперони, с вами Пицца-убийца, и мы продолжаем прохождение вампира. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, ну что ж, с 17 уровнем, может быть, нам будет чуть-чуть, прям чуточку полегче. Хрена себе ему урона наношу. Ну, правильно, у него 12 уровень. А у меня 17. Ну чё, мудила? Так, крови у меня почти полный запас. Опа. Ты чё, это тут? Ух ты. Священные символы и орехалк. При встрече с вампиром помните, они боятся святых символов, если только в вас сильна вера. Крест, звезда Давида и даже оливковая ветвь. Все это поможет отогнать это демоново отродье. Но смертельного урона вы им не нанесете. Если в самом деле хотите причинить вампирам ущерб, для этого существует только одно средство. Забудьте про коли и серебряные пули и добудьте самое эффективное оружие – орехалк. Легенды и древние тексты гласят, что орехалк был широко распространен в Атлантиде. Думаете, это совпадение? В Атлантиде обитало много вампиров, а теперь это место известно как остров Санторини. Я лично заплачу 10 000 фунтов тому, кто представит мне настоящий орехалк. Кларенс Кросли. Вот те нате. Фух. Ну, пойдем попробуем остановить Мэри. А там чё? А, тут я следил за ней. Ну а докторишку что, спасти нельзя будет? Ой, докторишку священника. Блять. Так. Можно ли ее завалить сразу, интересно? А почему 126? What have you done? Give me your blood, priest. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Final thoughts are just to die. Блять. Сука, дура ты маргариновая. Почему я все доктором его считаю? Come to me, Jonathan. Блять, нет. Сука, она прям чувствует, когда я начинаю перезаряжаться или восстанавливать здоровье, она жестко начинает нападать. Давай. Kiss me again, sweet brother. Ты чё?
дебильное. You've killed me, brother. Да я же не специально. Come to me, Jonathan. Блять. Да что ты, блядь? Assassin! Давай, просаживай. Какого хуя, блядь? Блядь, у нее в конце, короче, здоровье, смотрю, не снимается. И вот в этот момент нужно драпать как можно, сука, дальше. Пиздец, такая попытка была охуительная. Ебануться, так жалко. Пойду кровь сейчас опять восполнять. Дети, вурдалаки, блядь. С какой стороны я заходил? С этой? Без запаса крови к ней хреново идти. Ну пойдем. Блять, надо на этот раз просто учесть. Блять, а вот этот такой, знаете, порыв отчаяния, когда ты уже вот видишь, что все, у тебя, блять, у босса здоровье 0,1, и ты такой, сейчас я его, блять, добью, хуй с ним, вот хоть миллиметр здоровья останется, но я его добью, а там вон какая, блять, подстава. А там, блядь, нельзя, оказывается, добить. Блядь, ну почему? Почему на ней сейчас это не сработало, блядь? Теперь 1,5 минуты танцулик, блядь, впустую, сука. Да пошла ты нахер. Я просто свалю. Это я вот такую же хуйню могу делать, да? Rest in peace, monster. Во-во-во-во, вот это волна. You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Блять, назад. Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest.
abominate. Final thoughts are just to die for. Нет, 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 давай. Ай. Чё, сука, бесит, блядь, да? Kinslayer! Rest in peace, monster. Блядь. Иди в пердачело, нахуй. You've killed me, brother. Ты дура дебильная, блядь. What have you done? Блядь, патрон, патрон, патрон. Эть. Блядь, да что к тебе? Come to me, Jonathan. Да хрен он тебе. Вот эта волна сейчас была. I'll make you kneel like a dog, just as you did to John Hampton. Kiss me again, sweet brother. А вот и поцелую. Давай, 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 давай. Сука. Пиздец тебе. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Чё нам моргать-то? Да уж. Парой дней позже. Ну, ачивка, Аве Мария. Ха.
one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Rid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Глава 4. Приближение беды. 1500 опыта. Великая охота. Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас. Ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно. Я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привена начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг леди Эшбери. Это что это? Это что это? Это ж светский визит, что ли? Так, есть разговор с доктором Суонси. В порту ничего. Вест-Энд. Одно убежище там, кстати говоря, нашел. Вот какое-то прикольное местечко, наверное. А мне вот сюда надо, вот. Так, это что? Порт. В порту одного надо вылечить. Затем надо Уайтчепеля. Ёбаный в рот. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Но мне есть чем лечить, в принципе. Значит, сначала в порт. Это нахрен пока снимем. Сначала в порт одного вылечим, потом наверх. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. What news do you bring? The news is not good, my friend.
We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster, in less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Хреново. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Thank you. Возможно, как он сказал, она высоко нас ценит, раз пригласила к себе аж домой. Он-то у нее ни разу не был. Так, Милтон, вонючка, ты где? Где Милтон, мать вашу? Вон он. Пиздрячит. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. Вот. Вот оно мне надо. Часть хорошей рукояти. Еще 2. Так, до дома леди Эшбери я чуть позже доберусь. Так, надо в порт. Одного мудачка там излечить. Как мне проще в порт попасть? По этой хуйне может телепортнуться там, чем по этому, по городу бежать. Блять, сука, у меня револьвер. Эта скотина в воду свалилась. Ну, главное, что шмотки скинул, ладно. Вау. Ух ты ж, блядь! Ебатушки-улыбатушки. 24 уровня вот этот мудак очень сильный. Блять.
Так, ну в принципе вот, да. Вполне себе. Так удобнее в порт попасть, чем... Ёб твою мать! Где ж ты раньше был, а? Прекрасный мой сундучочек. Охуеть. Я нашел то, что нужно. Сейчас пилу прокачаем. Где у нас люди-то? Нет, эти пидоры меня не интересуют. Ага, мне наоборот нужно туда вглубь идти. О, дверь отперта, прекрасно. А что за домик? А я тут был? По-моему, нет. Ух ты. Да, уж точно не был. Какое-то сопроводительное письмо. Бля, я хуй его знает. Ну ладно, нашел и нашел. А, вот он, ёпта. Мудилка. Ну? I must look a fool. Hardens me to know you. Have you heard? That bastard's become something of a holy man. Are you worried? I've heard rumors about some... Do you need... Yeah. So you... Goodbye. Нет, не туда. Чтобы возвращаться тоже было безопаснее, я лучше сразу улучшу и пойду дальше. Теперь нужно еще 5 частей хорошей рукояти. Ну вот, 156 урон. Мне нравится. Так-то, как говорится, лучше. О, еще 2 крошечных части хорошей рукояти, и можно будет это. И здесь тоже. Часть спускового механизма. Давай-ка с этой поговорим. Может, у меня денежек хватит на что-нибудь прикупить у нее. Good evening. Hello. Can I... As long as you... Часть хорошей рукояти, но денежек у меня не хватает. Увы, ни на что из этого. Хотя мне нужно и то, и другое. Может, дубинку продать? Она мне нахрен, наверное, не нужна. Блять. Я даже не знаю. Шестнадцать, 16, 10, 4. Допустим. Огнестрел прокачать. Может пригодиться. Но я думаю, дробовик. Увеличить наносимый урон на 10%. Огненный урон. Изменяет урон от оружия на огненный. Эффективен против зверей и вампиров. Или же против людей. Химический. Да пускай будет универсальный, просто урон больше.
Бля, 24-й. И это вот я с улучшенной пилой ему столько урона сейчас наношу. Ебануться. Да. Тяжко против таких уровней. Довольно-таки тяжко. Ох-ох-ох, что ж делать? Ой-ой-ой-ой-ой. Чё опять? Опять мой несчастный создатель решил на связь выйти. Ты чё, мудила? Махаться будешь со мной? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away! Whoever you are! This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion! But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary! I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Сдается мне... Вскоре... Ну или не вскоре... Но когда мы с ним встретимся... У нас будет выбор. Может быть, примкнуть ему или помочь. Или пойти против. Что-то такое. Так, а это, конечно, заебись. А мне туда как попасть? С какой стороны-то, блядь? Через вот эту, что ли, хату? Похоже на то. Ты чё, блин, обурел? Мне даже опыта за него не дали. Какого нахрен хрена? Это как вообще понимать? Мне за него опыта не дали. Опа. Здравствуйте. Что делаешь? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Вот эти ворота были закрыты, а теперь открыты.
О, кровавый Экон. А он мне враг? Давай не будем драться. Слушай, браток, нахрена оно нам надо, а? Мудила. А могли бы не драться. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, в пизду вас, сами разбирайтесь. Мне опыта за это много не дают, ни хрена. It's locked. Сука, а чё я отпереть них не могу? Они с двух сторон заперты. Ворота эти. Дебилизм. О, это типа Фергала. Вольный вулкот. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, вулкот, понятное дело, сильнее. Он и так сильнее его на 6 уровней. Ну, он мне сейчас ослабит его маленько. А потом я. Да, опыта за этих аборигенов дают 0, прям хуй десятых. В сравнении с тем, что мне нужно для прокачки. Это вообще жопа. So this is where she lives. What a splendid house. Ладно, пойдем сначала на задание, а все-таки потом сходим в Уайтчепел. Подлечим там всех. Dr. Reid, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Какой у него козырный домик. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan.
I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? Ну, потому что нихуя себе, он кровавым силуэтом передо мной появляется. Ясен хуй, мой создатель очень силен и старый. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Нихуя себе, еще и теперь к древнему роду причастен. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Сидим, нюхаем чай, заебись. Call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. А нехрен было его на меня натравливать. Ну или просто с такое стечение обстоятельств. Короче, сам виноват. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well.
as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not.
If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Понятно. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Все понятненько. Понравился, значит, леди Элизабет наш Джонатан.
Ай, ничего, нормально посидели, поговорили, So, чай понюхали. Бля, серьезно, доступен новый диалог? Я только что от нее. Новый диалог с доктором Суонси. time to visit the Ascalon Club. Ну, пойдем еще раз спросим, что там она хочет нам сказать. Что-то как чудно. Только ушел от нее сразу это. Новый диалог доступен. Класс. Так, она наверху. А что там написано было? Здоровый горожанин. Еще бы. It's locked, all right. О, она Джонатана рисует. Ни хрена себе. Hello again, Jonathan. To what do I owe? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Goodbye, Elizabeth. Не, ну то, что она картину его пишет, это вообще прикольно. Личный дневник, 9 мая 1913. Это как? Сегодня вечером мы с матерью пошли в Ист-Энд навестить больных. Я давно уже не была в этой жалкой части города. И меня невероятно тронуло, как моя мать разговаривает с этими беднягами и как их слушает. Она в самом деле пытается изменить что-то к лучшему и помочь им. Ну и еще она убила одного из них. Что произошло так быстро, что я даже не заметила, как она исчезла. А когда появилась, то выглядела чрезмерно живой и энергичной. Я сразу поняла, в чем дело. Она лишила человека жизни, а я ничего и не заметила. Мы вернулись домой, не сказав друг другу ни слова. Если я когда-нибудь стану такой, как она, то не буду питаться кровью умирающих. Я буду убивать преступников, где бы они ни прятались. 13 сентября 14. Сегодня, когда я вела агитацию за право голоса для женщин, двое мужчин напали на меня в темном переулке. Я изо всех сил стала звать на помощь, как и учила меня мать. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы какой-то солдат не приказал им оставить меня в покое. Затем он
проводил меня до дома и захотел поцеловать. Я отказалась с ним целоваться. Он ничего не сказал и ушел. Вся эта история так меня расстроила, что когда мать вечером проснулась, я все еще плакала. Я все ей рассказала, и она прижала меня к груди. Потом мы пошли в театр смотреть новую пьесу с Дорис Флетчер. Кажется, я немного разочарована тем, что мать не поспешила посчитаться с моим обидчиком. Если бы я была вампиром, то не стала бы проявлять такое милосердие. 15 сентября 14 вечером. Вчера вечером мать снова отказалась сделать меня бессмертной, и из-за этого мы сильно поссорились. Я напомнила ей ту историю с 2 мужчинами и сказала, что если бы... что... все бы закончилось по-другому, если бы у них было оружие. Или если бы я была такой, как она. В ответ она просто улыбнулась и сказала, что быть частью мира значит бесстрашно смотреть ему в лицо. Я не уверена, что правильно поняла ее, но эти слова сводят меня с ума. Посреди ночи я отправилась к Эмили и провела у нее весь день. Может, мне пора покинуть дом матери и, как Эмили, жить самостоятельно? Я люблю мать, но мне так злит то, что она отказывается говорить о моем превращении. И 17 февраля 2015 года. Я испытываю грусть и радостное волнение одновременно, ведь сегодня я навсегда покину этот дом. Мать разрешила мне поселиться в отдельной квартире в Вест-Энде, если только она будет недалеко от ее дома. Мне пришлось пообещать ей, что я буду очень осторожна. Я сказала, как сильно люблю ее, и она ответила, что гордится мной. Теперь я понимаю. Она просто хочет, чтобы я была такой же сильной и независимой, как она. Если честно, то я очень благодарна ей за то, чему она меня научила. Она сделала меня такой, какая я есть. А сегодня я должна решить, как жить дальше. Чтобы я не выбрала, это будет мое решение. Я знаю одно. Если когда-нибудь я захочу стать бессмертной, то не стану обращаться к своей матери. Ведь это моя жизнь. И я сама отвечаю за свои поступки. А вон чего, Шарлотта Эшбери. Это ее сестра, что ли? Или дочь? Хм. Да, походу, это ее дочь. И о ней она вот сейчас до этого говорила. Хм. Так, ну что ж, здесь давайте остановимся и продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.